Получайте 9,5% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Всем привет подписчикам, и в этом видео я решил снять еще немножко про новые видеокарты RTX 4080 в нестандартном разрешении, экраны не 4К, а даже 6К, и это, внимание, в 2 раза больше пикселей, чем 4К, а именно 6880 на 2880 точек, это почти в 20 миллионов пикселей против 8 миллионов пикселей в 4К. Мы знаем, что новые 4080, 4090 без проблем вытаскивают 4К, так что я решил, так сказать, поднять требования в этом видео. Плюс, что интересно, для видео я взял на пару дней буквально очень интересную видяху из Китая от фирмы Colorful. Эту модель невозможно сейчас купить, даже не пытайтесь, и на Авито ее тоже нет. Буквально одна видеокарта среди всех блогеров. Дело в том, что, как правило, у нас обозревают сейчас уже знакомые нам в широкой массе 4080, 4090 от больших компаний, ну вроде там MSI, Polit, Asus и так далее. И пока что вообще нет обзоров на китайские модели из новой линейки 4000. А поверьте мне, они делают сейчас очень даже интересные продукты, не только по цене, а цена у них ниже, чем продаются, то есть у брендовых компаний, но и по качеству сборки и материалам они тоже явно не хуже, а местами даже лучше. И данная 4080, она прям очень интересная, у нее в комплекте идет металлический держатель для видеокарты, также есть такая небольшая отверточка, видимо, для разборки видеокарты, и сама видяха имеет на корпусе отдельную клавишу переключатель для ускорения этой же видеокарты. Одним словом, интересная моделька, красивая, тяжелая, металлическая. Обо всем этом буквально чуть позже. А сейчас, друзья, немножко полезной информации для своих зрителей. Друзья, еще недавно я посмотрел классный ролик про новые технологии, которые будут полезны каждому из вас. Это фильм, в котором Яндекс презентовал новую версию поиска Вай 2. Что же в этой версии интересного, вы спросите? На новой главной странице Яндекса больше нет ничего лишнего. Все внимание направлено на ее основной элемент – поисковую строку. Новый поиск поможет решать задачи, в которых не разобраться за 5 минут. Например, если у вас задача снять квартиру, наверняка возникает множество вопросов. Вай 2 улавливает долгосрочный интерес людей с такими темами и придет вам на помощь. Подсказки, на что обратить внимание, какие материалы по теме стоит почитать. Отдельно сохраняется история поиска по этой теме, чтобы вы потом уже были уверены, что изучили все вопросы. Все это компонуется в отдельном блоке на главной странице, и вам будет просто возвращаться к этой теме, на решение которой нужно много времени. Также из полезных особенностей Вай 2 я бы отметил технологии по переводу иностранных видео и стримов на лету. Пока это доступно с 5 языков, но Яндекс не собирается на этом останавливаться, и на подходе перевод с китайского. Это и еще множество инноваций появились в новой версии поиска Вай 2, о которых можно рассказывать очень долго. Куда проще вам лично посмотреть видео с презентацией и протестить новые фишки. Ссылку на фильм оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. Всем советую. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, видеокарта Colorful RTX 4080 Advanced пока что лучшее, что я держал в своих руках из новой серии 4000. Хотя, если честно, я держал-то всего там, не знаю, 2 видеокарты. Это политовские 4080, 4090. Наверное, скажем так, еще мало было у меня опыта, но вот тут прям супер качественная сборка. Вся тыльная часть — это одна большая сплошная металлическая пластина бэкплейт, и она далее, знаете, плавно переходит в корпус. И таким образом у нас очень большой кусок металла и 3 вертушки по 90 мм. Одним словом, идеальное качество сборки, плюс сами материалы. Видно, что не экономили на этом китайцы в Colorful, и вообще среди китайских брендов они наверняка, я думаю, одни из тех, кто действительно вышли на серьезный уровень и делают уже, знаете, материнские платы, вполне современную оперативную память, SSD, и даже компьютеры они тоже собирают и так далее. В общем, серьезный конкурент крупным компаниям, и это правильно. Я думаю, так и должно быть, потому что вендоры часто накручивают цены просто так, знаете, за название своей компании. Вот, например, большинство видеокарт и материнок Asus стоит больше, чем, там, не знаю, у Polit, MSI, хотя по сути материнки MSI сейчас самые лучшие, и проблем с ними меньше, чем вот с теми же Asus. В общем, ценовая политика, скажем так, жирных компаний не очень мне лично нравится, и вот тут
тут отличный вариант. Это молодые, амбициозные китайские компании. Они стараются, они делают на совесть, и цена тут тоже очень даже решает. А если за меньшие денежки Colorful делают лучше, чем большинство собратьев, то зачем как бы переплачивать, не знаю. Ну окей, ладно, едем далее. Теперь давайте перейдем наконец-то уже к тестам 6К. И понятное дело, что у меня такого монитора дома нет с таким безумным разрешением. Это только нужно вот именно иметь ультраширокий форматный монитор на 40-50 дюймов. Есть такие в продаже, и стоят такие мониторы очень доступно. Там, по-моему, 250-300 тысяч, не знаю, там 5-6 тысяч долларов. В общем, я буду тестировать на своем Tanze роботе через DSR. Я просто взял и поднял разрешение до 6880. И еще раз напомню, это в 2 раза больше, чем 4К. Если быть точнее, в 2,5 раза больше. Так что требования очень серьезные, но будем все равно выставлять все на ультра с трассировкой лучей, чтобы максимально выжать все из видяхи 4080. Итак, первым делом запустим Resident Evil Village. Тут все настройки на пределе, включая RT, то есть RT и все эффекты. И в среднем у нас как бы закрытая локация примерно 70-80 FPS. И в открытых с различными сложными сценами у нас бывают просадки до 58-65 FPS. Опять же, это еще раз напомню, в 2,5 раза сложнее, то есть больше пикселей, чем 4К. То есть это очень сложные условия для видеокарты. Пока что у нас на ультра с лучами держится стабильный 60 или местами 80 кадров. Если, допустим, просто включить разрешение стандартное на моем мониторе, то есть это 3440 на 1440, это родное разрешение для монитора на 34 дюйма 21 на 9, то вот в таком случае у нас фреймрейт будет под 100. Причем, обратите внимание, как правило, видео работает, то есть съедает 300 Вт и температура примерно 58-59. И если сложная сцена, то видеокарта начинает трудиться уже на полную, то есть еще больше, и вольтаж поднимается до 350 Вт и температура уже 65-67. Потом, если мы перемещаемся в простую локацию, то у нас снова таки 300 Вт и температура 59-60. То есть очень быстро видеокарта умеет сбрасывать температуру, и подсистема питания работает на полную, только в нужных местах. И тем самым температура тоже снижается. Это и есть правильная работа и настройка биоса. Ты испортил всю охоту! Нет! Не может быть! Нет! Получайте 9,5% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Далее давайте запустим Киберпанк на ультра с трассировкой и DLSS производительность. Тут в целом такие же настройки, то есть можно считать убийственными для любой видеокарты, но не для 4080. Видяха трудится почти на 100% полностью загруженной в средний FPS в открытых локациях с кучей машин и объектов порядка 57-60 FPS на улице. В помещении будет примерно 70 плюс или там 75 и так далее. И это отлично с учетом, что это самые запредельные настройки в 6К, а 6К это в разы сложнее, чем 4К, так что результат более чем приятный. И если имеется дома монитор на 45 дюймов, там ультра широкий за 300 тысяч, то вот вам видеокарта под ваш монитор. Иное дело это Days Gone. Тут, что странно, результат даже чуть хуже, чем в Киберпанке, хотя в игре нет трассировки, но и при этом нет DLSS, а именно DLSS 3 версии в Киберпанке и вытаскивает новый RTX 4000 серии. Так что в Days Gone, скажем так, чистая картинка без DLSS, и поэтому получаем с вами в среднем 52 кадра в открытых пространствах и 60-70 закрытых. Так что это все еще очень комфортные цифры, но вот примерно тут и заметен предел 4080 именно в 6К. Таким образом, для 8К 4080, ну скажем так, не очень подходит, но все, что меньше 8К, очень даже комфортно запускается и даже без DLSS. Насчет температуры у нас, я замечу, наверное, пока что одна из самых холодных видеокарт, и еще при этом довольно тихая. 60 там с копейками градусов, это явно еще не температура для 4080, то есть для такой мощной видеокарты. При этом, что 4080 мощнее, чем 3090 Ti. Так что это отличные цифры, и съедает при этом 4080 тоже, как правило, 270, 300, 320 Вт. Это очень редко, что я замечал, там, не знаю, поднятие до 340 Вт. Все зависит от конкретной игры, это понятное дело.
В общем, что ж, друзья, на этом, наверное, будем уже заканчивать это видео. Если вы спросите меня, стоит ли брать именно эту модель 4080 от Colorful, то однозначно стоит. Это топовая видяха, я уверен, и цена у нее будет ниже, чем у брендовых компаний. Мне очень понравилась именно эта модель. Жаль, что придется с ней расстаться, но для себя я лично, конечно, взял бы именно такую видеокарту, если бы она стоила, скажем, хотя бы не $1500, а что-то там в пределах $800-900. Пока что очень недешевые 4080 и 4090, все-таки это новый продукт, и цена завышена, я думаю, в 2 раза это точно. Так что придется ждать, правда, непонятно, сколько придется ждать, и брать вот именно сейчас, если у вас есть лишние $1500. На этом, друзья, у меня все. Увидимся с вами уже очень скоро. Не прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.